Привет, друзья! Рада приветствовать вас на моем канале. И в этом видео я покажу свои итоги недели, что мне удалось нарисовать, раскрасить, а также поделюсь и другими своими хобби. И начну я с вот этой работы, которую я делала специально для видео обзора на карандаши акварельные Finola. Если вы еще не смотрели это видео, то обязательно посмотрите. В этом видео есть практически полный процесс рисования этой работы с нуля, как я работала акварельными карандашами. Так что я оставлю внизу под этим видео ссылку, обязательно посмотрите. Рисовала я с референса, и мне очень понравился процесс, а работа получилась яркой. Так что она такая осенняя, вся в оранжево-желтых тонах. Здесь и тыква, и физалис, и подсолнух, и ягодки. В общем, все атрибуты осени. Дальше у меня распечатка. Я распечатала эту картинку и раскрасила ее. Она мне вначале показалась в черно-белом варианте тоже какой-то осенний, но на самом деле она весенняя. Тут сирень и ягоды клубники в корзинке. Но все равно она такая уютная. Этот котик спящий создает такой уют. И я раскрасила ее акварелью луч, детская медовая акварель. И один элемент на этой картинке я дорисовала. Это вот это пугало, ну точнее силуэт пугала. Так как эта работа была к марафону Ольги Рани, а тема марафона была пугало. И я решила новую работу не раскрашивать, а добавить на вот эту картинку вот этот силуэт. По раскрашенным работам у меня все. На этой неделе не было много времени, но зато я заказала себе большую упаковку эпоксидной смолы. Здесь эпоксидная смола и затвердитель. Также я заказала силиконовый стаканчик и формочку в виде шкатулки. Мне очень понравилась эта формочка. Она силиконовая, и из нее должна получиться очень красивая шкатулка. Я думаю, будет здорово. Смола же, которую я заказала, она средней вязкости, то есть она достаточно вязкая, не жидкая. И вот я уже залила в молд. Начала я с маленьких форм, решила вначале протестировать. И эта смола действительно очень вязкая, и она просто очень быстро застывает. Затем я решила попробовать уже на большом объеме и залила вот эту вот свою формочку основную. Замешивать мне пришлось в пластиковой бутылке, потому что стаканчик силиконовый слишком маленький, а для наполнения я использовала вот эти блестки, которые вы, может быть, помните, я использовала для раскрасок. Я взяла не такое уж большое количество блесток, но вот в крышке они прям очень плотно смотрятся, очень сильно блестят, а вот в основном объеме смотрятся эти блестки уже не так плотно. Что касается смолы в стаканчике, которым я заливала вот этот молд, она уже начала застывать. И вообще она очень быстро застывает, и вот на поверхности вот этой большой формы образовалась такая кучка пузырей, что мне совершенно не нравится. Я думала, что они как-то сами уйдут, лопнут, но ничего подобного, пузыри не ушли. Итак, это уже я снимаю через несколько часов. Я дозалила вот эти вот все кулоны в молде. Смола очень вязкая, и из-за этого, наверное, пузырики не выходят, они остаются там. Ну что ж, посмотрим, что же будет после полного высыхания. Итак, вот эта форма полностью застыла. В принципе, она должна была застывать 24 часа, но она застыла куда раньше. Но я все-таки выждала нужное время, прежде чем вытаскивать на всякий случай. И, как видите, вот эта вот стайка пузыриков, она так и осталась на поверхности. Возможно, у меня получится чем-то убрать ее. Я думаю, что, может быть, ее наждачкой отполировать. В общем, посмотрю еще разные видео, советы на YouTube, что делать в таких случаях. Но думаю, что все-таки способ убрать вот эти вот пузырики сверху, он должен быть. Плюс такой смолы, которую я заказала, достаточно вязкой, в том, что она быстро достаточно затвердевает,
И вот эти вот блестки, которые я добавляла, они не успели как бы либо всплыть, либо утонуть. Как я смотрела, бывает у других мастеров, у них блестки, они либо тонут, либо всплывают. В данной же смоле, вот я как замешала ее, блестки все остались на месте, они равномерно распределены по всему объему. И вот посмотрите, какая красивая крышечка получилась. Она очень сильно блестит. Возможно, видео этого блеска не передает, но очень красиво. Единственный минус, опять же, вот эти пузыри и по краю немножко неровно, но я думаю, что это поправимо. Ну, а минусы вот этой вот смолы, это опять же вот эти пузыри и то, что ей нужно очень-очень быстро работать. То есть вот я ее размешала, добавила блестки, сразу залила, потому что если бы она чуть подольше постояла, она бы уже начала схватываться, твердеть, и вот время работы с ней, оно ограничено. Это, конечно, минус. А что касается еще одного минуса, это вот почему-то у меня отвердитель, он какой-то желтоватый, желтоватого цвета. Я не знаю, почему так должно быть, либо, может быть, это какой-то брак. Но вот благодаря тому, что я добавляла блесточек, то этой желтизны не видно. Тем не менее, я подожду, когда у меня маленькие формы полностью высохнут, когда пройдет достаточное количество времени, и посмотрю, прозрачны ли они полностью или имеют желтоватый оттенок. И тогда уже можно будет сделать стопроцентный вывод. Вытаскивается изделие из формы достаточно легко. Как видите, никаких таких прям особенных усилий прилагать не надо. Здесь тоже вот эти пузырики получились, но это дно формы, и думаю, что это тоже можно будет убрать. В принципе, форма залилась хорошо, очень красиво выглядит. На заливку крышки и основной формочки у меня ушло 300 грамм смолы с отвердителем в сумме, то есть 200 грамм смолы и 100 грамм отвердителя. Я замеряла на кухонных весах. Ну, раз все застыло, думаю, что получилось выдержать нужную пропорцию. Закрывается она хорошо, не совсем прям плотно, но достаточно нормально для такой шкатулки, в которой можно хранить все что угодно, украшения, например, либо какие-то мелочи, заколки для волос. Такая крышка вполне себе подойдет. И вообще шкатулка выглядит очень-очень красиво. Блестки с голографическим эффектом очень даже сияют, переливаются. И на камере, я думаю, выглядит все-таки похуже, чем в реальности. Так что я считаю этот эксперимент успешным. В следующих видео я поделюсь, что удалось сделать с вот этими пузыриками застывшими. А также надеюсь, что у меня получится побольше раскрашивать, рисовать, чтобы вам показывать. До скорой встречи в следующих видео. Пока!